Всем привет из Хургады! Сегодня мы с Танечкой отправляемся на прогулку, и, конечно же, она расскажет вам, как же ей живется в Египте. Живется прекрасно, иногда скучаем по дому, вот, за нашей едой, за нашей природой, конечно же. И вот скоро, как раз-таки через 2 месяца, придется с Египтом попрощаться и поприветствовать свой родной город, потому что впереди возвращение домой, впереди новый этап. Вот. Но Египту тоже я очень благодарна, Египет дал мне очень многое. Вообще понимание, как люди по-другому могут жить. И я вообще хочу всем посоветовать как можно больше путешествовать, потому что каждая новая страна, каждое новое путешествие – это расширение твоего кругозора, это понимание, что может быть по-другому, это переоценка каких-то своих ценностей, наверное, и своих приоритетов. И то есть ты после каждой страны, после общения с другими людьми, с другими нациями, ты начинаешь совсем по-другому смотреть на свою жизнь. И, у тебя все меняется в жизни. Я езжу на всякие съемки, ивенты, и это, конечно, то, чего мне будет дома максимально не хватать, и я это понимаю. Но я думаю, что мы с Египтом будем прощаться не навсегда. Я думаю, что я еще обязательно сюда вернусь, хотя бы на время, может, поработать как раз в этой сфере, потому что, конечно, эта сфера, это я попробовала именно здесь, именно в Египте. Это то, что меня максимально наполнило и вообще наполняет. Я поняла, что можно заниматься чем-то в свое удовольствие, за это еще получать деньги. И находиться в той атмосфере, да, и в той работе, которая тебе максимально близка и максимально тебе нравится. Случилось непредвиденное. Мы с Таней одновременно влюбились в этого обаятельного продавца газет и даже его немного преследовали. А еще я хотела сказать, что мне очень нравится общаться с простыми людьми, и я с большим удовольствием демонстрирую вам их добрые лица. По работе я начала ездить тут на съемки, то есть всякие массовки и так далее. Последнее время в основном на ивенты. Ивенты – это открытие каких-либо компаундов, какие-то мероприятия, свадьбы и так далее. Вот. Иногда езжу в Каир, потому что в Каире, конечно, работы побольше, но Каир очень такой тяжелый город, то есть жить там прям тяжело не каждый сможет. Он большой, он шумный, то есть очень много времени уходит на дорогу. Вот последний раз, когда я поехала забирать свою зарплату и забирать свои вещи в Каир, просто весь день ушел на дорогу, потому что еще и Рамадан. Это вообще была ошибка ехать в Рамадан. Не едьте ни в коем случае в Каир в Рамадан. И в Хургаду вообще в Рамадан лучше не едьте отдыхать в мусульманские страны, потому что все равно сталкиваешься с какими-то либо сложностями. И вот в Каире это в основном большие заторы на дорогах, то есть это невозможно. Время как раз ифтара, все едут есть, потому что целый день люди не ели. И то есть это невозможно, это огромные пробки, можно пробки там и 2 часа, и 3 простоять. Кто живет в больших городах, я думаю, тому это близко. Ивент – это, допустим, просто какое-то мероприятие, какая-то свадьба или открытие компаунда, то есть, как правило, это буквально там работа 2-3 часа. То есть мы приезжаем туда, собираемся, одеваемся, красиво красимся и там в течение 1,5 часов, наверное, встречаем гостей. Работа классная, тоже со своими сложностями. Вот, допустим, конец ноября, декабрь, когда были ивенты на открытом воздухе, просто мы с девочками стояли, платья открыты, то есть вплоть до того, что местные в шубах поприходили на это мероприятие, а мы стоим там в открытых платьях с открытыми плечами, лопатками, и мы стояли, вплоть до того, что у нас аж зубы, тряслись. И нас пожалели, да, нам сказали, не 2 часа, 1,5 часа постойте, повстречайте гостей. То есть ты просто красивая стоишь, улыбаешься, встречаешь гостей, приветствуешь и так далее. А сколько съемки фильма длятся? По-разному, смотря какой. У меня самое долго, рекорд, да, это называется, рекорд. У меня самое долго длился 3 дня, как раз когда снимали фильм и когда я была мисс Украина.
Ну, как бы там такая эпизодическая роль была, без слов, без ничего. А вообще по-разному. Я знаю, ребята вот недавно в Асуан ездили на 5 или на 6 дней вообще. То есть совершенно по-разному. Бывают длительные прям съемки по несколько дней. Но это тоже, знаешь, очень так выматывает. Ну, я сама длительно не была, я же говорю, максимально 3 дня. Но ребята, кто был длительно, вот 5, там, 7 дней, говорят, очень сильно выматывает, потому что это ранние, как правило, подъемы там в 4 утра, в 3 утра. И то есть съемки с утра, и вот это каждый день, знаешь, день сурка, и тоже ты совсем по-другому начинаешь на это смотреть все. Ты вот была дома в России, скучала по Египту? Да, мне кажется, человек вообще, знаешь, где бы ни находился, не зря придумали вот эту поговорку «хорошо там, где нас нет». Человек, мне кажется, такое существо, он привыкает ко всему. И то есть, когда ты меняешь локацию, вот, допустим, когда я дома, я скучаю по Египту, я скучаю за египетской едой, я скучаю там за этой природой, да, за общением с людьми тут, еще за какими-то моментами. Когда я тут, наоборот, я скучаю по дому. Ну, то есть, это нормально, в принципе, это присуще любому человеку. И, как ты уже знаешь, мы жили в Эмиратах, и вот по Эмиратам я тоже скучаю. Но когда мне задавали вопрос, хотела бы ты жить в Эмиратах, то есть я бы не хотела жить в Эмиратах. Они для меня слишком идеальные, слишком правильные, знаешь, как вот компьютерная игра какая-то. Мы, то есть, прожили там практически 4 года, и то есть более, знаешь, была возможность более и рассмотреть, познакомиться тоже с этим народом. Там, во-первых, всего лишь 20% местного населения, то есть Эмираты, они многонациональные. Ну, вот в Абу-Даби там, допустим, побольше местного населения. Дубай, там вообще кто хочет. Там и индусы, и пакистанцы, наверное, даже более многонациональные, чем Египет. Мне кажется, именно вот эмиратцы, они более самодостаточны. То есть много, знаешь, сталкивались с такими ситуациями, что и в гости приходили к местным, и все. Они очень гостеприимные, они угощают, все супер. Даже там в магазине, допустим, были случаи, когда мы идем, и там хлеб отломил местный, да, там угостил хлеба на нас. Но они самодостаточны, они не такие навязчивые, как, допустим, тут египтяне. Потому что, мне кажется, у них все есть, им не нужно, знаешь, навязываться, им не нужно предлагать какие-то свои услуги и так далее. То есть там немножечко другая система, там вообще Эмираты, и они живут за счет этих рабочих, за счет нас, да, экспатов, которые приезжают там и работают, и обеспечивают, да, там, страну, так скажем, рабочей силой. Вот. А тут немножечко по-другому. Тут, получается, как на нас зарабатывают, они более навязчивые. Как будто ты их вообще родственник какой-то. Есть такое дело. И на улице подходят тоже. Мы вчера буквально с девочкой шли, а она, получается, у нее папа египтос. Но выглядит она все равно, в принципе, ну так знаешь, как наша. И мы с ней идем по улице, она арабский знает. И она же шла, молчала, потому что не выдержала ее женщина. То, что-то сказали, опять начали приставать, вот как тут на улицах. Она повернулась, на арабском ему ответила, он такой офигел. Я тоже заучила некоторые фразы, такие на арабском, знаешь, которые, ну, там, необходимые. Это вот «Ана мешайза», это мне не надо. Это, то есть, если подходит, потому что на улице постоянно, особенно мы живем на Шератоне постоянно подходит, постоянно что-то впаривает. И, то есть, подходит, это вот «Ана мешайза», это мне не надо. Или просто «мешайза» не надо. Но они тоже не всегда понимают с первого раза. То есть там ты уже знаешь, там ля, и говоришь, что типа отстань от меня. Или если сильно дотошный, особенно вот мужчины прям начинают доставать, тоже я выучила фразу, тут эфи, это как в переводе, типа ты что? И вот я поворачиваюсь ему, и с таким грозным, хотя я сама по себе не грозная, но я поворачиваюсь и с грозным таким серьезным видом, знаешь, покер-фейс, говорю эфи. И все, и они, в принципе, понимают и отстают. Ну, то есть, ну, в Эмиратах, да, такими ситуациями вообще мы не сталкивались. Чтобы, знаешь, кто-то вот так приставал там на улице и так далее. Там очень все гостеприимно, все улыбаются. Вопрос того искренности этой улыбки, то есть там более это, знаешь, как рабочий момент. Наверное, когда принимают на работу, вот как у нас есть условия работы, и там, наверное, одно из условий работы – это улыбка. Потому что ты там куда ни зайдешь, в магазин, любой торговый центр, тебе все улыбаются. Ну и работники в основном там индусы и филиппинцы. Значит, у нас такие горячие лепешечки, которые мы взяли, арабские. Мы не особо голодные, да, мы взяли 5 лепешек. 5 лепешек у нас вышло на 5 фунтов. То есть 5 фунтов это сколько, боже мой, это 10, ну если на рубли, это 10 рублей. В общем, это практически бесплатно. В Египте очень сильно нравится
то, что тут, в принципе, ты себя ощущаешь максимально свободно, в том плане, что ты можешь вот так вот взять еду, сесть на лавочке, перекусить, и на тебя никто не будет дико как-то смотреть, как это, бывает у нас. У меня даже много раз было такое, что в Каире были съемки, до съемок я приезжала после автобуса голодная. Я прям брала, ставила чемодан свой, в супермаркете покупала хумус, лепешки, сок. Вот так садилась на чемодан прям посреди вот тоже, билдинга. И то есть сделала перекус, нормально, на тебя никто косо не посмотрит, то есть и ты себя свободно, знаешь, чувствуешь, комфортно в этом. Кстати говоря, сок очень вкусный. У них апельсины вообще такие прям сладкие. Да, сок стоит чуть больше, чем $50. Притом мы взяли апельсиновый. Я тут подсела, мне очень нравится сок гуавы. Но вообще тут клубника, гуава, гранат, как хочешь. Вот поэтому я дома очень буду скучать. Я сегодня только подруге писала, то, что овощи, фрукты, знаешь, мы дыню еще брали вечером вчера. Блин, дыня вообще офигенная, ароматная, сладкая, невозможно, да. Я бы еще очень хотела в пустыню, знаешь, на закат поехать. Сейчас организовывают, есть экскурсии. Прям на закат, и там в пустыне жарят что-то. Прикольно, интересно. Ну что ж, на сегодня все. Буду с вами прощаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И самое главное, смотрите видео, которые я оставляю в заставках. Там всегда много ценного. Пока-пока. До скорых встреч в Египте.